Тема сегодняшней лекции — Эмиль Дюркгейм о причинах самоубийств. Кто такой Эмиль Дюркгейм? Это классик западной социологии. И главная его книга называлась «Самоубийство». Так вот, Дюркгейм иронизировал по поводу абстрактных рассуждений о самоубийстве и предпринял эмпирическое социологическое исследование причин самоубийств. Общеизвестно, что существуют психологические и социальные причины самоубийств. Дюркгейм пытался доказать, что самоубийство предопределяется только социальными причинами, а не психологическими. По его мнению, над людьми в обществе витает общественное мнение и диктует им совершать определенные поступки. Например, общественное сознание называет человека бесполезным для общества существом, так как он одинок, он не имеет семьи и детей, не участвует в религиозной жизни общины, не играет никаких функций в обществе. Поэтому это общественное сознание диктует человеку совершить акт самоубийства и тем самым мстит человеку за отказ от людей. Таким образом, с точки зрения Дюркгейма, главная причина самоубийств – это одиночество. Повторяю, главная причина самоубийств – это одиночество. Это его главная мысль. До Дюркгейма были названы несколько психологических причин самоубийств. Дюркгейм пытался доказать с помощью результатов социологических исследований, что не существует психологических причин для самоубийства. Например, другие авторы называли такой пример, что к самоубийству предрасположены неврастенники, у которых склонность к самоубийству стала навязчивой идеей. Другие авторы делали обобщение, что все самоубийцы – это душевно больные люди, так как только в состоянии безумия можно покушаться на свою жизнь. Чтобы опровергнуть их точку зрения, Дюркгейм привел данные, что среди евреев число душевно больных особенно велико, а частота самоубийств среди евреев очень незначительна. Другой факт состоит в том, что в домах умалишенных число женщин 55% несколько превышает число мужчин 45%, тогда как среди самоубийств доля женщин составляет лишь 20%, а доля мужчин 80%. Еще один факт состоит в том, что предрасположение к самоубийству увеличится от детского возраста до глубокой старости, тогда как максимальная опасность психических заболеваний наблюдается в возрасте 30 лет, а в старости снижается до минимума. В данном обществе число самоубийств не зависит от числа находящихся в нем алкоголиков. Заслуга Дюркгейма состояла в том, что он использовал данные социологических исследований в доказательстве, а не абстрактное рассуждение. Еще один пример. Другие авторы утверждали, что склонность к самоубийству передается по наследству. И приводили примеры семей, где из поколения в поколение повторялись случаи самоубийства. Например, французский посол США Приво Парадоль покончил с собой в 1870 году, а через 30 лет его сын тоже покончил счеты с жизнью. Они высчитывали процент самоубийств для каждой расы.
По их мнению, самая высокая склонность к самоубийству наблюдается у германцев, более низкая у народов романской группы, еще более низкая у славян. По их мнению, даже одно и то же орудие служило для совершения акта самоубийства в одной семье на протяжении многих лет. Чтобы опровергнуть эту точку зрения, Дюркгейм привел данные, что хотя мужчины и женщины получают одинаковую наследственность, но они имеют разную склонность к самоубийству. Что если самоубийство – это прирожденное заболевание, то почему оно не проявляется в возрасте у детей до 5 лет? Еще один пример. Другие авторы считали, что самоубийство происходит из-за подражания. Например, в 1772 году 15 инвалидов один за другим повесились на одном и том же крюке в темном коридоре. Как только крюк был снят, эпидемия самоубийств прекратилась. Чтобы опровергнуть эту точку зрения, Дюркгейм показал, что на географической карте не наблюдается волн самоубийств, которые должны были распространяться из одного центра. На самом деле на этой карте присутствуют очаги с высоким уровнем самоубийств, которые совпадают с большими городами. Дюркгейм выделил 3 типа самоубийств. Первое – эгоистическое, второе – альтруистическое, третье – аномическое. Эгоизм – это стремление любить только себя, а не других людей. Аномия – это состояние частичного разрушения морального контроля, состояние беззакония, безнормия, которое существует в современных больших городах или наступает в стране в период революции или бунта. Альтруизм – это нравственный принцип, предписывающий бескорыстные действия, направленные на благо и удовлетворение интересов другого человека, других людей. Как правило, это понятие используется для обозначения способности приносить свою выгоду в жертву ради общего блага. При эгоистическом типе самоубийств человек испытывает слишком большие желания, то есть желает денег, любви, наслаждений, быстрого продвижения по службе, которые невозможно удовлетворить быстро. Эти противоречия между возможностями и потребностями и вызывают самоубийство, ибо такой человек лишен воздействия семейной и групповой морали, которая учит воздержанию и помогает достичь душевного равновесия. Среди протестантов наблюдается максимальный уровень самоубийств по сравнению с представителями других религий, так как протестанты исповедуют эгоистическую мораль личного обогащения. И евреи всегда жили в условиях давления и преследования со стороны окружающих их национальностей. Поэтому евреи были вынуждены жить дружно и помогать друг другу. Поэтому среди евреев наблюдается очень низкий уровень самоубийств. Наличие семьи и большого количества детей служит хорошим средством профилактики против угрозы самоубийства. Вдовец имеет высокую склонность к самоубийству. Примеры альтруистического самоубийства. Первый пример. Согласно обычаю сати, вдова в Индии обязана добровольно идти на костер, где горит тело ее покойного мужа, и добровольно сгореть заживо. В противном случае ее ждет презрение со стороны общины. Вот не любила мужа, не сгорела, поэтому не сгорела. Потом будут презирать. В Европе капитан тонущего корабля не имеет права его покидать и обязан был уйти на дно вместе с кораблем.
можно привести и другие примеры альтруистического самоубийства. Ну, это я привожу примеры. Дюркгейм не приводил такие примеры. Да просто его тогда еще не было. Итак, первый пример. Японский летчик Камикадзе был обязан спикировать на борт американского авианосца. Японский самурай был обязан сделать харакири, распороть себе живот в случае нарушения кодекса чести Бусида. Второй пример, мой пример. Исламский смертник Шахид обязан взорвать бомбу в центре Иерусалима или в центре Москвы. Третий пример. Община староверов сжигала себя заживо, чтобы не попасть в руки царских солдат. И четвертый пример. У народов севера старики были обязаны уйти в тундру и умереть от голода, так как стали бесполезны для родственников. Во всех этих случаях община, государство или мусульманская церковь диктуют человеку совершить самоубийство, а альтруист легко подчиняется этому давлению. В условиях аномии в большом городе человек одинок, как социальный атом. Современное общество развивалось слишком быстро, что привело к распаду семьи, морали и религии. За последнее столетие число самоубийств в развитых странах увеличилось во много раз. Всякое нарушение равновесия в обществе ведет к увеличению уровня самоубийств. Поэтому максимальные пики уровня самоубийств приходятся на периоды экономического упадка или расцвета. Рост количества числа самоубийств в период экономического кризиса можно объяснить ростом безработицы и снижением зарплаты. Но почему число самоубийств растет в период экономического расцвета, когда доходы у всех растут? Оказывается, что в этот период расцвета происходит самоубийство из зависти, когда потенциальному самоубийце кажется, что другие люди богатеют быстрее него, поэтому он неудачник, медленно богатеет. Во время войны число самоубийств сокращается, так как общество сплачивается на отпор врагу. В развивающихся странах бедность предохраняет от самоубийств, так как бедность имеет следствием наличие большого количества детей. То есть с голоду умирают, но не вешаются. Эгоистическое самоубийство предшествует состояние апатии, томительная меланхолия. Альтруистическому самоубийству предшествует энергия и страстность. Аномическому самоубийству предшествует раздражительность и отчаяние. Эгоист испытывает чувство безразличия к своим обязанностям, общественной службе, полезному труду и погружается в пучину самосозерцания и тоски. При этом смерть воспринимается как наслаждение и покой. Альтруист совершает самоубийство из чувства долга. Например, преступник таким способом искупает свою вину, или солдат таким способом спасает свою честь. Хотя, согласно статистике, закоренелые преступники и убийцы редко прибегают к самоубийству. По моим наблюдениям, в последнее время в России очень много самоубийств происходит из-за безработицы. Знаю много людей, которые совершили самоубийство из-за безработицы. При анемическом самоубийстве человек выражает протест против жизни вообще или против злоупотребления определенного лица. Тогда человек убивает того, кого он считает отравившим ему жизнь, а затем убивает себя. Еще один пример аномического самоубийства – это суицид артиста или поэта, мода на которого прошла. Примером чего служит судьба Мурата Насырова из группы А-студио.
Сергея Есенина, еще пример таких артистов, самоубийц. Это Сергей Есенин и Владимир Маяковский, ну, на которых мода прошла. У каждого народа есть свои излюбленные виды самоубийств. Число утопленников не изменяется в зависимости от времен года или от температуры воды на севере или на юге. Самоубийство потом путем использования огнестрельного оружия чаще всего используется в Италии и среди интеллигентной части населения Франции. Повешение чаще всего встречается в деревнях. В городах предпочитают бросаться с возвышенных мест или под поезд, как Анна Каренина. Дюркгейм делает саркастическое предположение, что когда электричество будет больше распространено, то участятся самоубийства с помощью электрического тока. В армии обезглавливание или повешение считается позорной смертью. Процент самоубийств в данном обществе сохраняется на протяжении длительного времени. Самоубийство запрещено в христианстве с самого его основания. Самоубийство – это результат дьявольской злобы. Были предусмотрены наказания за самоубийство. Это отказ в поминовении во время святой службы. Имущество самоубийцы переходило не к наследникам, а к барону. Тело самоубийцы подвергалось издевательствам. У дворян отнимали звания замок и герб. В России самоубийцы отказывали в христианском погребении, то есть хоронили его за оградой кладбища. В исламе самоубийство запрещено, так умирать можно только по воле Бога. Поэтому самоубийство – это бунт против Бога. Дюркгейм делает вывод, что современное возрастание уровня самоубийств – это патологическое явление, плата за цивилизацию. По моему мнению, основная причина самоубийств – это поражение в конфликте. Самоубийцы – это хронические неудачники в конфликтах. Эти конфликты неизбежны в обществе, поэтому общество строится, потому что общество строится на конфликте и контроле. То есть самоубийцы – это неудачники в конфликте.